Все видео данного мастер-класса вы можете найти в одном плейлисте по ссылке в описании к этому видео. Всем большой привет, с вами Эд и добро пожаловать на мой канал. В этой серии видео мы с вами свяжем вот такую супер красивую и большую рельефную салфетку крючком. Диаметр этой салфетки 46 сантиметров и в ней 35 рядов. Эту салфетку я вязал по схеме, взятой из интернета, но я ее провязал рельефными элементами и кардинально ее изменил. Схему по этой салфетке я приложу после этого начального момента, вы можете поставить на паузу и посмотреть. Также в описании под этим видео вы найдете ссылку на мой инстаграм. Там я выложу фотографию этой салфетки и приложу также схему. Вы можете себе сохранить и вязать оригинальную салфетку по этой оригинальной схеме. Либо вы можете оставаться со мной и вязать по видео, чтобы у вас получился точно такой же результат. Я вязал эту салфетку вот такой пряжей. Это бразильская марка, потому что я здесь живу. И в странах СНГ вы такую не найдете. Но вы можете вязать абсолютно любой пряжей из 100% хлопка и подходящим крючком под эту пряжу. Вот чтобы вы примерно знали, какой толщины должна быть пряжа, чтобы получился примерно такой же результат. Вот в моем мотке 500 метров и в нем 147,5 граммов. Рекомендуемый крючок под эту пряжу 1,75 мм. Я таким крючком и вязал. Если вы новичок и не умеете вязать рельефные элементы, то на моем канале вы найдете плейлист под названием «Уроки вязания крючком», где я показываю и рассказываю, как выполнять все основные элементы в вязании рельефных салфеток, которые в частности я использую в своих авторских дизайнах. Эта салфетка опасная, как беляш с вокзала, но когда вы берете беляш в проверенных местах, то вашему пищеварению ничего не грозит. Так и здесь. На первый взгляд она очень сложная, но мы с вами справимся. В работе она может не то чтобы фалдить или скручиваться, но она будет идти слегка такими буграми. И может создаваться такое впечатление, что она начинает закручиваться по спирали. Вот эти столбики, вот эти полоски все. То есть они идут ровно, но в начале вязания, когда мы вяжем ее, будет казаться, что она будет вот так идти по спирали. Это все из-за того, что все вот эти элементы, они выполняются всегда вокруг второго столбика. То есть всегда мы первый столбик пропускаем и вяжем вокруг второго. То есть получается, как будто бы идет всегда смещение на один столбик, поэтому визуально будет казаться, что она идет по спирали. Но это все исправляется блокировкой, как видите, она идеально ровная. Ну что, я думаю, что я все рассказал. Если вдруг у вас будут какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Поставьте этому видео лайк и подписывайтесь на мой канал. Делитесь этим видео с теми, кому оно может быть полезным и интересным. А я тем временем буду искать новые интересные идеи, с которыми обязательно я буду делиться вместе с вами. Итак, для начала работы нам нужно сделать кольцо амигуруми. Я беру вот так нить, кладу на палец, оборачиваю, скрещиваю, придерживаю сзади. Вставляю крючок под первую нить и вытаскиваю вторую. У меня здесь образуется петля. И теперь в эту петлю я цепляю рабочую нить и протягиваю. При этом я аккуратно вытаскиваю пальцы из кольца, чтобы у меня ничего не развалилось. Вот так. Еще раз. Положили нить на палец, обернули, скрестили, придерживаем. Крючок вставляем под первую нить и вытягиваем вторую. У нас получается петля, и в эту петлю мы провязываем нашу рабочую нить. Пальцы вытащили аккуратно. Вот так и затянули. Этот узелок за петлю не считается. Теперь в это кольцо нам нужно провязать 12 столбиков с одним накидом. Первый столбик я заменяю двумя воздушными петлями подъема. Раз, два. Первый столбик с одним накидом готов. Теперь накид. И в это же кольцо выполняем еще 11 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий и так далее. Провязываем 11 столбиков с одним накидом в это кольцо. Итак, вот я провязал 11 столбиков с одним накидом и плюс 2 воздушные петли подъема, получается 12 всего. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Теперь нам нужно за вот этот хвостик мы тянем аккуратно, но не слишком сильно, чтобы его не порвать. И замыкаем это наше кольцо. Теперь вот этот хвостик я кладу вот так сверху нити, чтобы его замкнуть. И во вторую воздушную петлю подъема
я соединяюсь просто соединительной петлей. Можно вот так еще хвостик немножко подтянуть. Все. Таким образом наш первый ряд завершен. Теперь приступаем ко второму ряду. Вот этот хвостик я обрежу потом, спрячу, когда немножко побольше свяжем. А сейчас пока вяжем дальше. Одна воздушная петля подъема. И выполняем 3 столбика рельефных лицевых с одним накидом вокруг этого первого столбика. То есть воздушные петли подъема предыдущего ряда. Сделали накид. Вставляем крючок вокруг самого столбика. Вот прям за сам столбик, за воздушные петли подъема. И провязываем петлю. Вот у нас 3 петли на крючке, и мы вяжем дальше, как обычный столбик с одним накидом. Сначала 2, потом оставшиеся 2. Накид, и вокруг этого же столбика опять второй столбик. И третий столбик вокруг этого же столбика. То есть вокруг одного столбика провязали 3. Вот так. Далее выполняем 1 воздушная петля и пропускаем следующий столбик, и вокруг следующего также выполняем 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом. Одна воздушная, опять накид, пропустили следующий, и вокруг следующего также 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом. То есть один пропустили, и вокруг следующего выполнили 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом. Все, таким образом вяжем ряд до конца. Провязали второй ряд до конца. Выполнили, чередуя, один столбик пропустили, и вокруг следующего 3 рельефных лицевых, и везде между этими группами по одной воздушной петле. Вот выполнили вокруг предпоследнего столбика 1 воздушная петля, и последний столбик мы пропускаем по рисунку, и теперь просто соединяемся в первый столбик соединительной петлей. Вот так. Таким образом второй ряд завершен. Теперь приступаем к третьему ряду. Выполняем 1 воздушная петля подъема, и вокруг этого самого первого столбика выполняем 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом. Первый, второй и третий. Теперь сразу же, без всяких воздушных петель, пропускаем второй столбик этой группы, и вокруг третьего столбика этой группы также выполняем 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом. Выполнили. Далее сразу же, также без всяких воздушных петель, вокруг первого столбика следующей группы выполняем 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом. То есть мы здесь будем вязать такие же группы по 3 рельефных лицевых столбика вокруг первого и вокруг третьего столбика групп предыдущего ряда. А средние столбики мы пропускаем. И арки одной воздушной петли тоже пропускаем. Все. Таким образом продолжаем вязать ряд до конца. То есть вокруг первого и вокруг третьего столбика вяжем по 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом. Провязали третий ряд до конца, выполнили последние наши 3 столбика рельефные лицевые с одним накидом, и теперь просто с самым первым столбиком соединяемся соединительной петлей. Вот так. Теперь приступаем к четвертому ряду. Выполняем соединительную петлю во второй столбик. То есть у нас здесь было 3 столбика. Вот мы сейчас в первом, и во второй, сразу в следующий выполняем соединительную. И так у нас будет начинаться ряд практически на протяжении всего вязания. То есть всегда будет соединительная во второй столбик, 1 воздушная петля подъема, и вокруг этого второго столбика вяжем
3 рельефных лицевых столбика с одним накидом. Первый, второй, третий. Затем сразу же вокруг второго столбика следующей группы, то есть крайний мы будем пропускать. И вокруг второго также выполняем 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом. Вот у нас получилось 2 вот такие группы. Теперь выполняем 3 воздушные, 1, 2, 3. И выполняем то же самое вокруг следующих 2 групп. То есть крайние столбики мы пропускаем из 3, а во второй столбик вокруг него выполняем 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Затем сразу же крайние пропускаем в следующей группе и вокруг второго выполняем 3 рельефных лицевых с одним накидом. Три воздушные, 1, 2, 3. И таким образом вяжем ряд до конца. То есть у нас было 12 групп в предыдущем ряду. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И мы их теперь разделяем по парам. То есть у нас будет 6 вот таких лучей пойдут. Вот 2 сделали, 3 петли. Опять 2 группы, 3 петли. Опять 2 группы, 3 петли. И таким образом вяжем ряд до конца. Провязали 4-й ряд до конца. Вот что у нас получилось. То есть 6 вот таких лучей. 1, 2, 3, 4, 5, 6. По 2 такие полоски. Выполнили последние 3 воздушные петли. И теперь просто с самым первым столбиком соединяемся соединительной петлей. Теперь приступаем к 5-му ряду. Также у нас во второй столбик соединительная петля. 1 воздушная. И вокруг этого же второго столбика выполняем 3 рельефных лицевых. 1, 2, 3. Затем сразу же идет следующая группа вокруг второго столбика, как обычно. 1, 2, 3. Теперь выполняем 2 воздушные. И в арку 3 воздушных петель выполняем столбик без накида. Теперь опять 2 воздушные. И у нас уже раппорт повторяется. Выполняем наши группы вокруг вторых столбиков каждой группы. То есть крайний, первый и третий мы пропускаем. А вокруг второго выполняем 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом. Вот первую провязали. И вокруг второго столбика следующей группы также провязываем 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом. Далее у нас 2 воздушные. И в арку 3 воздушных петель выполняем столбик без накида. 2 воздушные. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Провязали 5-й ряд до конца. В последнюю арку 3 воздушных петель выполнили 2 петли, столбик без накида, 2 петли. И с первым столбиком соединяемся просто соединительной петлей. Теперь приступаем к 6-му ряду. Все у нас начало точно такое же. Соединительная петля во второй столбик, 1 воздушная петля подъема и 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом вокруг этого же столбика. 1, 2, 3. 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом вокруг второго столбика следующей группы. То есть здесь у нас пока ничего не меняется. Далее 2 воздушные, столбик без накида сразу же в следующую арку 2 воздушных петель. Опять 2 воздушные,
столбик без накида в следующую арку, 2 воздушные, и уже идут наши группы. То есть вот эти группы по 3 столбика у нас остаются пока неизменными. А в арке мы вяжем в каждую арку столбик без накида. И между столбиками у нас везде по 2 воздушные петли. Все таким образом вяжем ряд до конца. Поставьте этому видео лайк, если нашли что-то для себя полезное или интересное, или как минимум это видео сделало вам настроение. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, а также присоединяйтесь ко мне в Инстаграм, там тоже и красиво, и интересно. А с вами был я, Эд. До скорого.